Добрый день, друзья! С вами, как всегда, я, Олег Дубовой, и я приветствую вас на канале Пасека у реки. И сегодняшнее свое видео я хочу начать с заголовков, размещенных на просторах интернета. Мед всему голова. Как заработать на пчеловодстве? Как заработать на меде? Вот такой еще заголовок есть. Пчелы — это просто, быстро, прибыльно. Следующий. Пасека окупается за один сезон. Фантастика, но судя по заголовку оно так и есть. Вот патриотический такой. Украинцы отказываются от огородов в пользу пасек. Как стать успешным пасечником и заработать на меде? А вот мой любимый. Я ушел из офисного рабства и стал пчеловодом. Зачитывать можно еще долго. Этого добра на просторах интернета хватает. Я думаю, что когда я зачитывал эти заголовки, то перед лицом начинающего пчеловода наверняка всплывали картинки шикарных домов, солнечных курортов, дорогих машин, яхт и других благ, приобретенных на вырученные средства от продажи меда. Не жизнь, а долларовый рай. И главное, что в этом бизнесе все предельно просто. Купил несколько стартовых пчелопакетов, добавил к этому несколько раев соседской пасеки, затем расширил пасеку за счет отводков, и все. Пчелы пашут, мед качается, мед реализуется, ведь за вашим медом, именно за вашим медом стоит сумасшедшая многотысячная очередь, записанная еще на год вперед. Скажите, пожалуйста, вы какой по очереди? 1001, я буду 1002. Я тут на 2 минуты сейчас отбегу. Если что, передадите, пожалуйста, очередь. Спасибо. Каково? Звучит. Красота! Только успевай барыши считать. Думаю, что вы уже догадались, что сегодня я продолжу тему быстрого обогащения и попадания в списки Forbes с помощью пчеловодства и продажи меда. На эту тему у меня уже есть несколько видео на моем канале. Но вопросы мне продолжают поступать. Сейчас на дворе зима, скоро весна, начало нового пчеловодческого сезона. И многие, кто еще далек от пчеловодства, но видео на эту тему уже смотрит и задумаются, а не заработать ли мне тоже в этом году одну-другую парочку миллиончиков. Некоторые из этих желающих разбогатеть быстро, легко и просто звонят мне с вопросами. Каких более производительных пчел лучше купить сразу на старте? Какие корпуса ульев лучше поставить? В каких пчелы будут больше меда носить? Ну и так далее и тому подобное. Все касающееся этой темы. И главный вопрос, который их волнует: через сколько месяцев пасека окупится и начнет давать реальную свою прибыль. Особенно мне хочется в этом вопросе подчеркнуть слова «через сколько месяцев». Ну и в продолжение к этому вопросу, когда им все-таки и насколько быстро свалится на голову их первый миллион. Как я уже говорил, на эту тему у меня уже есть видео на моем канале. Из них вы можете узнать, если пройдете по ссылочкам, которые я оставлю, что вам, как начинающему пчеловоду, свалится на голову, когда и в каком объеме. Так что вперед за информацией, дерзайте. Ну, а я сегодня с вами поделюсь тайными знаниями и секретами. Как же все-таки заработать в пчеловодстве нормальные деньги, а не только на бутерброд с ливерной колбасой? Итак, начну с того, что много лет тому назад я прочитал интервью с одним миллионером, дедушка которого разбогател во времена золотой лихорадки. Кто не знает, что такое золотая лихорадка, как говорит моя внучка, Википедия вам в помощь. Дедушки этого уже на этом свете нет, но мудрость его осталась. И этой мудростью внук поделился с нами, а мы поделимся ей с вами. И если тот, кто хочет разбогатеть, реально разбогатеть на пчеловодстве, будет делать так, как делал этот мудрый человек в свое время, то у вас есть шанс от бутербродов с ливерной колбасой перейти к бутербродам с черной и красной икрой.
А теперь слушайте внимательно и включайте свои мозги. Журналист спросил у миллионера, рассказывал ли ему дед о том, как он откопал свой первый золотой самородок, который положил начало ихнему миллионному, на этот момент, наверное, уже миллиардному состоянию. И хранится ли этот самородок как реликвия у них в семье? На что тот ответил: «Мой дед никогда не был старателем и не копал золото. Он всегда считал эту затею глупой, убыточной и нерентабельной. Но он вовремя понял, как на этом можно действительно заработать. Мой дед продавал этим безумцам ездовых собак, лопаты, кирки, тачки, одежду, еду и многое другое. А копать золото? Нет. Мой дед был для этого слишком умен. Ему были нужны реальные деньги, а не заоблачные мечты». А теперь включаем мозги и переносимся в наше время. И вместо слов «золотая лихорадка» подставляем слово «пчеловодство». Ну, друзья мои, думаем, напрягаем, включаем и начинаем нормально зарабатывать. Но не на меде, который приходится за копейки сдавать оптовикам. В конечном результате там оптовик зарабатывает, не вы. Тем более, что те копейки, которые вам там дадут, потому что деньгами это смешно назвать, опять уйдет на содержание, кормление и лечение ваших пчел. А вот зарабатывать надо, как тот миллионер, на старателях. В нашем случае это на пчеловодах. Это производство ульев, как деревянных, так и пластиковых. Тем более пластиковые сейчас стоят, мама не горюй, в 2 раза или даже в 3 раза дороже, чем деревянные. Рамки, костюмы, дымари, стаместки, пчелопакеты, вощина, матки и многое-многое другое, что необходимо уже нашему старателю на нашей медовой золотой лихорадке для производства ценнейшего и очень дорогого продукта, такого как мед. Естественно, что тут надо будет тоже, кажется, поработать, потому что под лежачий камень вода не течет. Но, по крайней мере, вы будете знать, за что вы работаете. А именно, вы будете работать за реальные деньги, а не за призрачную мечту. Кто-то сейчас, наверное, захочет задать мне вопрос, а что же делать тому, кто не может делать улья, не может шить, не может работать с металлом, не может выводить маток. Что делать ему? Не переживайте, есть выход. Откройте интернет-магазин. Это сейчас не проблема, и торгуйте через него чужой продукцией. Многие, в принципе, так и делают. Как говорится, все в ваших руках. Главное не сидеть на месте. Вперед дерзайте. Но не теряйте время, потому что заработать на меде количество желающих после моего видео может значительно поубавиться. И все кинутся зарабатывать на пчеловоде. Думаю, что кое-кто захочет мне все-таки возразить и поставить в пример большие пасеки, видео которых есть на просторах, про которые есть на просторах YouTube. Там есть пасеки и по 500 семей, и по 1000, и по 1500. Ну, о них я уже рассказывал в своих предыдущих видео, как они к этому пришли, с чего начинали. Повторяться не буду. Единственное, что хочу заметить, что эти пчеловоды начинали не с голой задницей, 3 роями и 2 стартовыми пакетами. Туда влаживались и продолжают влаживаться миллионы. Это по принципу подобное притягивает подобное. Хочешь заработать миллион в пчеловодстве, вложи туда 2. Ну что, друзья мои, что знал, я вам рассказал, чем мог, я с вами поделился. Кто у нас на канале впервые, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. И если, кстати, кто-то все-таки разбогател, кому удалось разбогатеть на 2 пчелопакетах и заработать свои реальные, а не мистические миллионы, поделитесь, пожалуйста, в комментарии. Я думаю, это будет всем интересно, в том числе и мне. Да, и не забудьте поставить лайк. Это что-то на вроде того, как «Спасибо, дружище, за полезную информацию». Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья.